Много ли вы помните второстепенных минорных NPC? Они, как правило, имеют скромный сюжет, а их взаимодействие с игроком в лучшем случае заканчивается через пару заданий. Но иногда мы встречаем персонажей, которые могут удивить, даже несмотря на свою скромность в истории игры тем, в каких ужасных и необычных ситуациях они оказывались. Так, давайте же взглянем на NPC, которые стали изгоями, попадали в максимально нестандартные враждебные ситуации или которые своими поступками доказывали, что они не такие, как все. Начнем наше путешествие за пределье. Этот мир разрушен. В течение многих лет там спокойствием даже не пахло. Пылающий легион могущественен. Это ужасный враг. Когда-то целые миры пали на колени перед великой армией Пылающего легиона. Но не всех врагов легиона ждала смерть. Определенные расы, насильно или даже относительно добровольно, примкнули на службу этой ужасной фракции. Каким-то повезло меньше. Они стали настоящим пушечным мясом, которым не жалко пожертвовать в трудную минуту. Каким-то больше. Но выделить я бы хотел расу Моаргов. Выглядят представители этой фракции просто отвратно. Они имеют плоть, словно она гниет. Их пасти и лица вызывают отвращение, но не стоит судить их по внешнему виду. Какими бы мерзкими они не были, стоит отдать должное. Они очень умны и коварны. Можно сказать, что моарги — это гномы-инженеры от Пылающего легиона. Очень часто моарги модифицируют свои тела, иногда до неузнаваемости. Их высокие навыки в технологиях позволяли им создавать устройства, способные их существенно усилить. Твоя рука слабая и не способна держать в руках меч? Отлично, это не проблема. Ее можно заменить на робоклешню или даже механический бор. Впрочем, выковать огромный меч размером почти в твое тело тоже можно. С глазами что-то не так. Очки не помогают, но и тут выход есть. Можно заменить глаз на механический. На старых концепт-артах моарги выглядели еще отвратнее, чем в самой игре. Они скорее были похожи на мирских монстров, которым почему-то ведомы высокие технологии. Но даже их великие умы были вынуждены поголовно подчиняться Пылающему легиону. Почти поголовно. Есть одно исключение. Это моарг по имени Сальсалабим. Он предал легион. Это чуть ли не единственный моарг, который не является врагом для игроков. Только мотивы Сальсалабима нам не очень ясны. Впрочем, из заданий мы можем предположить, что Сальсалабима интересует не кровь и ярость, а алкоголь и веселье. Мы узнаем, что Сальсалабим любит выпивать. А еще то, что у него есть должники в разных уголках Запределья. Обитает этот моарг в Шатрате, а его излюбленным местечком является местная таверна. В нескольких заданиях, которые с ним связаны, он помогает одному охотнику на демонов. Хоть мы его встречаем не в лучшей форме, он по-прежнему отлично разбирается в схемах других моаргов. Когда охотник на демонов через нас просил моарга разобраться в схемах, украденных у легиона, тот узнал в документах свои разработки и за пару одолжений помог протагонистам понять, как лучше противостоять Пылающему легиону. К сожалению, мы больше ничего не знаем о судьбе этого моарга. Думаю, он по-прежнему сидит в тавернах Шатрата и прожигает свою жизнь. Но если Сальсалабим хоть и любил выпить, но был вполне себе полезным союзником, этого нельзя сказать о другом персонаже, которого мы можем встретить в Награнде. Корки. Корки — это тот, кто совершенно не учится на своих ошибках. Даже складывается впечатление, что он намеренно их совершает из-за своеобразного стокгольмского синдрома. Итак, все начинается с неприметного задания, где нас просят спасти Корки. Корки хоть телом взрослый, на деле ребенок. Он попал в плен к ограм у руин Пылающего клинка. Огры хоть могут казаться глупенькими, но жестокости у них хоть отбавляй. И если не спасти Корки, то те могут его съесть. Слава богу, клетку с ним удалось открыть и спасти бедного сломленного Дренея. Правда, родственникам не пришлось радоваться слишком долго. Корки пропал. Снова. На этот раз, немногим после своего возвращения, он захотел помочь дяде и отправился изучать один лагерь огров. Угадайте что? Его схватили, посадили в клетку и снова хотят съесть. Но героям Азерота несложно спасти его снова. Тоже не ступает на свои же грабли. Но бывает. Ошибся Дреней. Мы его снова спасаем, и он снова в плену. Опять. В третий раз. На этот раз он попал в плен к ограм на северо-западе Награнда. Огры решили воспользоваться удобной возможностью и послали письмо, где намекали на выкуп Дренея его отцу. Но и тут герои решили помочь Дренею обрести свободу. Корки даже в задании иронизирует и говорит: на этот раз они меня заперли как следует. Огры получили по щам, а Корки был спасен. Ну, вы же не думали, что он спасен надолго, не так ли?
Так вот, не прошло 5 минут, как Корки снова попал в плен. На этот раз он решил еще сильнее усложнить работу героям и попался в плен к Човару-погромщику, свирепому повелителю огров. Как только нервов игрока хватило в 4-й раз спасать Корки, известно одной лишь Элуне. Зато известно, что его отца, славного сломленного Дренея, Орехрона, задрало то, что его дитя то и дело попадает в плен налево и направо. Поэтому, когда он в очередной раз попросил героев спасти никудышного Корки, в конце задания он сказал, что отправил сынишку жить к ночным эльфам в Острогорье. Он надеялся, что хотя бы там он будет в безопасности, хотя там тоже кланов огров хватает. Возможно, Корки на самом деле является заядлым фармером и хотел выбить ачивку, где требовалось побывать в плену во всех лагерях огров Запределья, а мы просто ему все это время мешали. Если верить заметкам на вики страницы Варкрафта, то Корки и его отец должны были появиться в Дреноре. Сценарий всем знаком. Он опять попал в плен, но было разнообразие. На этот раз он в плену был не у огров, а у орков. Отец все так же просил авантюристов освободить своего никудышного сына. Но этот квест, к сожалению, был удален в бете Дренора. Кстати, раз уж мы заговорили о ограх. Огры вроде бы народ воинственный, жестокий, примитивный и весьма опасный. Но есть один огр, которому чужда жестокость его народа. Он не хочет убивать, он хочет творить добро и быть самым милым существом на свете. Перенесемся в Восточное Королевство, где обитает Чурбан, с которым связано несколько заданий. Из квестов мы узнаем, что он изгой среди своих. Другие огры пытаются заставить Чурбана сражаться, но он не хочет этого делать. Каждый раз, когда игрок будет убивать мобов, находясь недалеко от этого огра, тот будет кричать на игрока и умолять перестать убивать. А если игрок продолжит, он пригрозит тем, что просто уйдет. Когда Чурбан поймет, что игрок хочет разобраться с врагами в этой локации с помощью оружия, он обидится. Но когда через пару заданий он узнает, что игрок использовал один камень, чтобы прогнать злых мобов без крови, он будет горд за игрока и будет излучать счастье. В общем, это определенно один из самых миролюбивых огров в Варкрафте. Культ проклятых не отпускает своих участников. Если ты по дурости вступил к ним, чтобы поклоняться плети, нравится тебе это или нет, но ты теперь в культе. Навсегда. Ты можешь 1000 раз передумать, захотеть сбежать, но в лучшем случае за такие мысли тебя ждет смерть. В худшем — пытки и истязания. Не стоит думать, что о таком размышляют только слабые духом. Сам Калтузат, человек, повинный в бесчисленных преступлениях против самой человечности и своего народа, думал о том, что к черту всех этих культистов. Но однажды к нему пришли призраки, которые красноречиво объяснили ему, что бежать от хозяина нельзя. А если избежишь, то куда пойдешь? Понимая, что перед ним стоял выбор жизнь или смерть, он все-таки согласился быть учеником некроманта. Но это лишь один пример. В общем, беглецов ждет смерть, отчаяние или боль. На своем примере это продемонстрировал Нод Чумной. Как и Калтузат, Нод был славным магом Даларана. Даже их биографии перекликаются. Он, как и Калтузат, услышал короля Лича и отправился на его зов, а позже примкнул к культу проклятых. Только со временем он понял, что совершил чудовищную ошибку. Он видел, что плеть приносит только смерть и горе людям. Гибнут невинные. Гибнут те, кто должен был прожить счастливую жизнь. Помочь избавиться от сомнений Ноду помог все тот же Калтузат. Он заморозил сердце Нода и обрек его на долгие страдания. Это сделало его безвольным слугой короля Лича. В его сердце буквально не осталось места для сомнений. И даже последними его словами были: «Я буду служить господину в смерти». Помимо нескольких встреч с Нотом в гневе короля Лича, снова увидеть этого человека мы смогли в темных землях. Его воскресили, чтобы он опять служил силам плети. На этот раз ни времени, ни возможностей для сомнений у него не оставалось. Он стал пешкой, с которой без особого труда в очередной раз расправились игроки. Зато он является неплохим примером обычного человека, который усомнился в правильности сил плети и стал жертвой своих решений. Немногим после событий Третьей войны Культирас решил сделать неприятный подарок Орде, которую так яростно ненавидели адмиралы королевства. Была построена крепость прямо рядом с сердцем Орды, столицей Эргримаром. Крепость стала настоящей занозой, но силам людей пришлось похоронить многих своих воинов, чтобы сохранить крепость. Очевидно, что орки пытались ее захватить и разрушить. Я не так давно рассказывал о этой крепости, но сейчас она нам интересна не из-за факта существования, а
из-за одного обитателя крепости. В катаклизме, когда Калимдор и Восточные Королевства подверглись чудовищным атакам Смертокрыла, крепость тоже пострадала. По ней был нанесен сильный урон. Култирасцы погибли. Берег Дуратара усеян их телами. Корабли Славного Королевства были уничтожены и выброшены на берег. Казалось, это конец. Но в дело вмешались солдаты из соседней крепости людей, крепости Северного Дозора. Они прислали своих солдат, чтобы они укрепили аванпост и вернули обороноспособность столь важного места для Альянса. А что же стало с теми войсками Култираса? Ну, они все мертвы. Почти все. После катаклизма выжило только 2 человека. Их можно найти на мачтах разрушенных кораблей. Все, кого они знали и, возможно, провели много лет совместной службы, теперь лежат в песке. Их уже вряд ли интересуют войны и кто будет управлять крепостью дальше. Но их история никак не раскрывается. Просто есть. Хотя было бы круто, если бы разработчики добавили какой-то квестик, где немножко рассказывалось о их истории и мыслях. В общем, в любом случае, не позавидуешь быть последним выжившим человеком в главной локации Орды. Но есть место, где быть человеком еще хуже. И по иронии судьбы, те, из-за кого твое существование будет настоящим кошмаром, тоже когда-то были людьми. Отрекшиеся не церемонятся с людишками. Да, до Третьей войны многие из них и сами были людьми, которые собирали цветочки, работали на фермах и думали о том, как бы собрать урожай. Но сейчас времена не те. И цели не те. Отрекшиеся проводили множество жутких экспериментов. Они искали способы сделать чуму смертоносней, как создавать ужасных созданий или как можно контролировать людей. И в этих экспериментах нередко доводилось участвовать пленным людишкам. Самый известный случай — это Тереза. Единственный человек, который может вольно перемещаться по столице мертвецов и не быть убитой через несколько секунд. Она стала экспериментом для безумного ученого по имени Герард. Целью его экспериментов было выяснить, как контролировать людей и делать их безвольными. Терезе была проведена лоботомия. Герард потрудился над тем, чтобы она не задумывалась о лишнем и была ему покорна. Также, чтобы она не увидела лишнего, она была лишена зрения и теперь вынуждена носить повязку. И то, что отлично демонстрирует отношение отрекшихся подгорода к людям, это то, что NPC вполне одобрительно относится к эксперименту Герарда и даже хвалят его за проделанную работу. Относится Герард к Терезе как к созданию второго или даже третьего сорта. Он называет ее паразитом и общается с ней как с провинившимся животным. Собственно, он буквально называет ее своим питомцем. Так что быть человеком в подгороде чревато жестокой судьбой. Но были и другие люди, которых мы могли встретить в этом городке. В одном из районов города мы могли найти клетки, где содержались похищенные люди. Но использовались они не только для всяких экспериментов, а и как разменная монетка для тренировок. В подгороде есть Эдвард, один воин отрекшийся, который то и дело тренируется и оттачивает свои навыки. А чтобы делать это эффективнее, против него выпускают пленных людишек, которые с примитивным оружием должны попытаться его одолеть. Но, как понятно всем смотрящим, победить в сражениях Эдварда они не могут. В общем, не позавидуешь тем людишкам, которые попали в руки к отрекшимся. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!